С первого взгляда эта картина вызывает радостное изумление. Каскад розовых лепестков роскошным водопадом, душистой волной заметает изображенную на полотне сцену из античной жизни. Выписанные смело, пастозно и при этом до ужаса реалистично, художник неделями выписывал из Южной Франции в холодную Англию свежие розы, чтобы работать с натуры. Лепестки взлетают вверх, подхваченные легким ветром, словно силой музыки, вырывающейся из двойной флейты музыкантши на заднем плане. Весь передний план утопает в цветах. Они практически скрывают людей. Лучше всех видно молодую женщину, возлежащую в нижнем правом углу. Она оперлась на локоть и смотрит на нас с выражением сдержанного раздражения модели, уставшей позировать. Только посмотрите, как выписана ее рука, ее позеленевший медный браслет в виде змеи, сжимающей предплечье. Давайте заодно уж полюбуемся прической сидящего рядом с ней рыжеволосого мужчины. Какая детализация, какая прихотливость! Это почти наверняка автопортрет самого художника. Компания позади них на возвышении у стола написана более крупными смазанными мазками, что создает иллюзию воздушной перспективы, ту самую эффектную размытость фона, которую мы требуем от хороших фоточек для Инстаграма. Их лица слегка одутловатые, то ли в соответствии с викторианской модой, то ли от излишеств из похмелья. Они маловыразительны и похожи друг на друга. Невольно приходит в голову, что предметы обстановки изображены с большим вниманием и любовью, чем люди. Римская империя времени упадка. Почти невыносимая роскошь, выписанная с фотографическим реализмом. Не только бесчисленные розовые лепестки. Посмотрите на эту бронзу, этот мрамор, этот шелк, эту парчу, эти фрукты, этот веер из страусовых перьев. Одна из картин, которыми так легко защищать художественный реализм от модернистов и прочих абстракционистов. Вот как нужно рисовать. Не то что ваши Малевич, Поллок, Кандинский и прочие Матиссы. Вот это настоящие художники, настоящее искусство. Шишкин, Айвазовский, Альма-Тадема. И какими бы ни были ваши личные художественные вкусы, даже если вы уверенный поклонник Шагала или, прости господи, Жан-Мишеля Баския, навряд ли вы сможете отказать автору в профессионализме. Про эту картину никто не скажет, так и мой 5-летний ребенок может. Тут слепому видны и мастерство, и талант, и огромный труд. Невозможно поверить, что в какой-то момент один из самых влиятельных художественных критиков, Джон Раскин, объявил ее автора худшим художником XIX века, а другой его коллега обозвал его картины достойными только украшать коробки из-под бурбона. Аукционы и галереи не могли избавиться от его полотен. Никто не хотел их брать ни за какую сумму. Их иногда вырезали из рам, чтобы освободить рамы. Конкретно это полотно в 1960 году лондонский аукцион Кристи не смог продать с открытых торгов и за 100 гиней оставил за собой. Через 30 лет Кристи продаст эту картину за 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Сегодня она находится в частной коллекции вместе с работами Рубенса, Дали, Ван Гога и Мане. Сегодня речь пойдет не только о Лоуренсе Альма-Тадеме и его искусстве, а также об императоре Гелиогабале, но и о том, как мода и идеологическая конъюнктура могут влиять на репутации людей и ценность художественных произведений, и о страшной реальности, скрытой под розовыми лепестками. Если вы смотрите мои видео некоторое время, то вы наверняка видели многие картины Лоуренса Альма-Тадеме. Каждый раз, когда мне нужно проиллюстрировать жизнь во времена, от которых не осталось художественных свидетельств, я обращаюсь к его огромному творческому наследию. Он у меня отвечает за весь Древний Рим. А еще у его картин есть одно интересное свойство.
Они просто сами просятся на мемы. Несколько самых дорогих моему сердцу мемчиков сделаны именно на картины Альма Тадемы. Я хотела бы особо упомянуть «Танцуй, а то горячую воду отключат» из видео о деле Клавдио Пульхро, «Обручальное кольцо с цианистым калием» из «Любовной магии», «Спорим, не доплюнет» из видео про Сицилию и мое самое любимое «Сатурналии прошли, а осадочек остался» из видео про Сатурналии. Почему же его картины так хороши в виде мемов? Потому что у них есть качество, которое я называю инстаграмностью. Они выглядят не как классические живописные полотна, а как фотографии из древней жизни. И дело тут не только в их реализме и тщательной прорисовке всех деталей. Их композиция кажется случайной, непостановочной, словно людей сфотографировали в случайный момент. Это крайне нетипично для академической исторической живописи, где обычно все герои, как на сцене в театре, расставлены в композиции и балетные позы. А герои Тадемы толпятся по углам, заслоняют друг друга, сидят как попало, их обрезает рамка, они смотрят в камеру, когда не нужно. Плохие актеры, скорее инфлюенсеры. Вот воскресный полдень, мы с подружками кормим рыбок. Вот мы с ребенком ходили купаться. Злосчастная пара, сидящая под горшком с клементисом, выглядит так повседневно в своем неловком молчании, что просто нарывается на ехидные комментарии. А вот на этой картине вообще поверить невозможно, что девушка не разговаривает по сотовому. Если бы я не знала точно, что это Альма Тадема, я бы легко поверила, что это хорошая современная пародия, нарисованная искусственным интеллектом. Ожидание, 1885 год. Кем же был этот художник, создавший для нас Инстаграм Древнего Рима? Наш первый герой родился 8 января 1836 года в деревне Дрондип на севере Нидерландов. Он был шестым ребенком преуспевающего нотариуса. Его мать любила искусство и пригласила для детей частного учителя рисования. Никто, конечно, не предполагал, что Лоуренс станет профессиональным художником. Он должен был пойти по стопам отца и стать юристом. Но в возрасте 15 лет он тяжело заболел. Ему поставили диагноз «скоротечная чехотка» и сказали, что жить ему осталось недолго. И безутешная мать разрешила сыну провести оставшиеся дни в свое удовольствие, занимаясь живописью. Вопреки пессимистичным прогнозам, Лоуренс оправился, полностью выздоровел и решил посвятить себя искусству. В 1852 году он поступил в Королевскую академию Антверпена в Бельгии, и по окончанию Лоуренс решил сосредоточиться на модном в те годы историческом направлении. Его первая крупная работа «Образование детей Хлодвига», произведшая сенсацию среди критиков и художников, изображает королеву Клотильду, вдову короля Хлодвига, первого мировинга, которая учит своих маленьких детей метать топор в цель, чтобы они, когда вырастут, смогли отомстить за смерть отца. Говорят, что его профессор раскритиковал проработку мрамора на этом полотне, говоря, что мрамор на картине похож на сыр. Молодой Альма Тадема воспринял эту критику очень болезненно, начал усердно работать и в результате стал ведущим в мире специалистом по изображению мрамора. Его даже впоследствии называли мраморным художником. Он стал для мрамора тем же, кем Айвазовский был для океанской воды. В те годы интеллигентная европейская публика слегка помешалась сначала на Древнем Египте, а потом на античном Риме. Помпеи начали раскапывать. Люди ходили на разворачивание египетских мумий, как на концерт. И Альма Тадема решительно воспользовался этой конъюнктурой. С юности он был не только талантливым художником, но и расчетливым бизнесменом. И он присоединяется к этому романтизированному историческому направлению в эстетике. Его дом начинает напоминать исторический музей.
В 1862 году он женился на француженке Мари Полин де Буазжерар. Именно Полин позирует в античном наряде, нюхающая пионы на картине в моей студии. Вместе с женой Альма Тадема путешествует по Италии и впервые оказывается в Помпеях. Впоследствии он будет приезжать туда еще и еще, скрупулезно изучая античные руины, делая фотографии, покупая артефакты и делая зарисовки на местах. Он соберет огромную коллекцию архивных материалов и начнет досконально воспроизводить на холсте все детали античного мира, от интерьера до предметов быта и одежды. Иногда он включал в свои картины так много объектов, что злопыхатели сравнивали их с музейными каталогами. Его картины были машиной времени, переносившей зрителя в уже несуществующий мир. И гиперреализм, в котором он работал, создавал эту восхитительную иллюзию физического окна в прошлое. После того, как Полин умерла в возрасте 32 лет, Лоренс был безутешен и даже прекратил рисовать почти на 4 месяца. Он сам начал страдать от какого-то недуга, который никак не могли диагностировать. Друзья посоветовали ему поехать в Англию, где врачи были лучше. В декабре 1869 года Альма Тадема отправляется в Лондон, не подозревая, что начинается новый, самый блестящий период его жизни. В Лондоне Альма Тадема был приглашен в дом художника Форта Медокса Брауна, старшего товарища и учителя прерафаэлитов. Там он встретил свою вторую жену, Лору Терезу Эппс, начинающую художницу. Он вернется в Брюссель за детьми и на следующий год переберется в Англию навсегда. В середине XIX века Великобритания наслаждается исключительным экономическим подъемом. Промышленная революция и политические реформы создали процветающий средний класс предпринимателей и торговцев. Новые богачи стремились продемонстрировать свое богатство и культурность, покупая предметы искусства. Они, как правило, мало интересовались старыми мастерами, предпочитая современные работы, и готовы были платить по самым высоким ценникам. Ежегодная летняя выставка Британской академии художеств была важным событием. В отличие от Парижского салона, о котором вы неоднократно от меня слышали, выставка Британской королевской академии была менее зависима от государства, и поэтому ее цензура была гораздо мягче. Соответственно, работы, которые на ней выставлялись, зачастую были менее пафосными и более китчевыми. Лондонская выставка была более ориентирована на продажу картин в частные руки, а не на музеи. Она была более коммерческой. И в результате в викторианской Англии возникло поколение художников, которые были чрезвычайно материально успешны. Британцы, над чьей империей как раз в то время не заходило солнце, хотели видеть себя новыми римлянами. Их не интересовали художественные эксперименты, они хотели видеть красивые вещи с привкусом интеллектуальности. И Лоренс Альма Тадема был готов им это предоставить. Его картины на римские темы стали раскупаться, как горячие пирожки. Одним из примеров бизнес-хватки Лоренса было то, что он включил свое, в общем-то, второе имя, данное ему по крестному отцу, Альма, в фамилию. И из просто Тадемы он сделался Альма Тадемой. В результате в каталогах всех выставок он находился впереди на букву А не в хвосте на букву Т. Альма Тадема становится одним из самых успешных, знаменитых и высокооплачиваемых художников Британии. Человек общительный и веселый, он перезнакомится и подружится с большинством выдающихся художников и вообще деятелей искусств своего времени. Особенно Альма Тадема был близок с другим преуспевающим историческим живописцем Фредериком Лейтоном. Но он также дружил со всеми, начиная с молодых прерафаэлитов и кончая дочерью королевы Виктории, Луизой, которая сама пыталась стать скульптором.
Ну, то есть, что значит пыталась? Она была скульптором, ее работы сохранились до настоящего времени. При этом он был абсолютно нетипично для художника тверд и хладнокровен в денежных вопросах. Никогда не стеснялся заламывать большие суммы гонораров. Он знал свою цену. В 1899-м Лоренс Альма-Тадема был посвящен в рыцари, став сэром Лоренсом и 8-м художником с континента, удостоенным этой чести. Более 50 лет он давал своей аудитории именно то, что она требовала – красивые изображения красивых людей в педантично воспроизведенных классических декорациях, мир экзотической роскоши и великосветской драмы. Одной из его самых известных картин этого жанра были «Розы Гелиогабала» 1888 года. Картина была заказана сэром Джоном Эйрдом. Слово «сэр» не должно вас смущать. Сэр Джон был сыном каменщика, инженером и подрядчиком, получившим рыцарское звание после того, как его фирма участвовала в строительстве Асуанской плотины на Ниле. Эйрду платил художнику 4000 фунтов стерлингов вперед. Тема для картины была, по всей видимости, предложена самим Альма-Тадемой. Она была позаимствована из «Истории Августов». Это такой сборник биографий поздних римских императоров. На картине изображался эпизод из жизни императора Элагабала, также известного как Гелиогабал, III век нашей эры. Якобы однажды император на одном из своих роскошных банкетов обрушил на обедающих тонны лепестков роз из подвесного потолка, и застигнутые врасплох гости задохнулись под этим цунами из роз. На картине вы видите, собственно, апофеоз событий. Розы падают на пирующих, молодой император в компании приближенных наблюдает за зрелищем с приподнятой платформы, девушка, одетая в шкуру леопарда, играет на двойной флейте, авлосе. Рядом с ней бронзовая статуя бога вина Диониса, на заднем плане далекие холмы и полуденное итальянское небо. Аллегория эстетизма, роскоши и излишеств, не доводящих до добра. Говорят, что в течение 4 месяцев, пока писалась картина, Альма-Тадема выписывал охапки роз с юга Франции, поскольку в Англии в это время розы не цвели. Он приказывал подвешивать их к потолку мастерской и наблюдал за тем, как лепестки планируют вниз, как они клубятся, как они падают, как на них играет свет. И в результате получилась одна из его лучших гиперреалистичных окон в ушедший мир. Это сравнительно большая для Альма-Тадемы картина, хотя она не огромная, всего 1,30 м на чуть больше 2 метров. Не сравнить с тем, что делал, к примеру, его похожий по тематике современник Генрих Семирадский, который редко рисовал меньше, чем 3×7. Розы Гелиогабала были выставлены на летней выставке Королевской академии и произвели фурор. Только Альма-Тадема мог превратить массовое убийство в великолепное прославление романтического прошлого, в котором хотелось жить. Сравнивая с теми же Семирадским и другими художниками, которые столь же реалистично изображали историю, но у них все было по большей части драмы, трагедии, убитые христианские мученичецы и прочий кошмар. В принципе, викторианская публика любила сентиментальные нравственные поучения. Кино еще не было, живопись принимала на себя ответственность наставлять и вдохновлять. И на этом фоне Альма-Тадема был одним из немногих, кто, совершенно не извиняясь, отошел от этой традиции поучительного исторического искусства и начал рисовать то, что мы сейчас называем лайфстайл. Красивая жизнь, только 2000 лет назад. И даже когда он написал картину на сюжет, который, казалось бы, имел в себе сильный нравственный посыл, осуждение развращенной, жестокой антихристианской культуры, он все равно умудрился сделать из него конфетку. Зверство, на которое приятно посмотреть. Из всех многочисленных историй об омерзительных жестоких выходках римских императоров
Он выбрал вот эту, с розами. Я попыталась выяснить, возможно ли это вообще физически, задушить или задавить людей охапками розовых лепестков. Мы долго считали и решили, что это практически невозможно. Я понимаю, что снег тоже кажется легким и пушистым, и тем не менее лавинами периодически заваливает людей насмерть. Но розовые лепестки, в отличие от снега, не будут сваливаться в плотную тяжелую массу. Они продолжают лежать очень рыхло. Поэтому, чтобы создать такую гору розовых лепестков, которая бы смялась под собственной тяжестью и задавила людей под собой, этих лепестков должно быть так много, такой большой объем, чтобы подвесить их к потолку в сеть или ткань над головами пирующих, ну, скажем, никогда не говори никогда, но это практически невозможно. Нельзя похоронить людей заживо под лепестками роз. Скорее всего, это одна из тех преувеличенных апокрифических историй о злосчастном императоре, которого так ненавидели, что превратили после смерти в этакого гения зла, которым пугали последующие поколения. Кем же на самом деле был Гелиогабал? Кто он, этот юноша с неприятным лицом, высокомерно взирающий с возвышения на опровергающие законы физики трагедию внизу? Марк Аврелий Антонин, более известный под своими посмертными прозвищами Элагабал и Гелиогабал, был римским императором с 218 по 222 год нашей эры. Всего 4 года, да. Он был подростком, когда стал императором, и ему еще не было 20, когда его убили и бросили его тело в Тибр. А потом постановили навсегда забыть его имя и вычеркнуть его правление из истории как постыдную ошибку. Урожденный секс Тварий Авид Басиан, он происходил из знатной сирийской семьи в Эмесе, где он с детства служил главным жрецом бога солнца Элагабала. Сирия тогда была частью Римской империи. Население там говорило на арамейском, а элита по-гречески. Они поклонялись своим богам, среди которых был этот самый бог солнца Элагабал. Первоначально чисто местный культ, он постепенно распространился на другие части Римской империи. И Элагабал был отождествлен с римским богом солнца Сол Инвиктус. В греческом языке бог солнца Гелиос, поэтому Элагабал позже был известен как Гелиогабал, гибрид Гелиос и Элагабал. И нашего героя посмертно так и будут звать по имени его бога Элагабал или Гелиогабал. Римский император Каракалла официально был его кузеном, а неофициально многие думали, что он его отец. И после смерти Каракаллы энергичная как черт бабка мальчика Юлия Месса объявила всем, что Гелиогабал – внебрачный сын покойного императора, подняла легионы и посадила 14-летнего внука на трон. 16 мая 218 года Гелиогабал был провозглашен императором. Он также был назначен консулом, введен в коллегию жрецов и стал великим понтификом, то есть главным по отношениям с богами в Древнем Риме. Он вырос и воспитывался в Сирии, и по культуре он был человеком Востока. Пишут, что Гелиогабал заранее отправил в Рим свой портрет, чтобы подданные не удивлялись его странному внешнему виду и одеждам. То есть культурные проблемы начались еще до того, как он приехал в Рим. Похоже на то, что портрет не помог. Гелиогабал был с точки зрения римлян чужаком, восточным, изнеженным, странным психом. При том, что, казалось бы, римляне уже должны были привыкнуть к иностранным императорам с придурью. Он привез с собой в Рим своего бога в виде большого метеорита. Баэтил это называется. После чего заставил ведущих членов римского правительства ему молиться и сам плясал вокруг него и приносил ему жертвы. В принципе, римляне были довольно религиозно терпимыми людьми, но только до того момента, пока ты проявляешь религиозную терпимость по отношению к их богам. Но Гелиогабал поставил своего бога выше
поселил там свою небесную каменюку и приказал перенести туда все священные предметы из других храмов, включая щиты из храма Марса, Палладий, статую богини Афины, а потом и огонь Весты. И этого ему показалось мало, и он, чтобы соединить, так сказать, своего бога с римскими, женился на Аквиле и Севере, верховной жрице Весты, утверждая, что этот брак произведет на свет богоподобных детей. Осквернить девственность Весталки уже было предельным кощунством, а он еще и ввел свою бойкую бабушку и мать в состав римского сената, и это обидело римлян даже больше оскорбления богов. А потом император лично участвовал в гонках на колесницах в качестве возничего, что, если вы смотрели видео об этом суперпопулярном виде спорта, было абсолютно немыслимо для приличных римлян. Короче, на фоне всего этого сплетни о том, что Гелиогабал официально женился на возничем по имени Гиерокл, и что он занимался проституцией в тавернах и публичных домах, носил макияж и парики, предпочитал, чтобы его называли дамой, а не господином, и предлагал огромные суммы любому врачу, который мог бы сделать ему операцию по смене пола. Это было почти что ожидаемой реакцией. Мы не знаем, не можем знать, что из всего этого правда, поскольку Гелиогабал был убит через 4 года в результате заговора, организованного той же Юлией Мессой, его неукротимой бабкой. И после убийства его указы были отменены, камень-бог был отправлен обратно в Эмесу, женщинам снова запретили посещать заседания Сената, а по отношению к самому низложенному императору была применена практика «damnatio memoriae» – проклятие памяти. Это был не первый случай в истории Римской империи. Калигула, Нерон и другие уже удостоились этой чести. Проклятие памяти подразумевало стирание из публичных записей всех упоминаний об опозорившей себя и Рим персоне, уничтожении всех изображений статуи и в целом попытка сделать вид, что этой прискорбной страницы в истории Римской империи никогда не было. Разумеется, поскольку мы все знаем о Калигуле, о Нероне и даже о злосчастном Гелиогабале, эта практика никогда не приводила к идеальному результату. Однако она была достаточно эффективной, чтобы, во-первых, официально конфисковать имущество осужденного, а во-вторых, серьезно исказить историческую память о нем. И поэтому сведения, которыми Аль-Му'таддам и его современники обладали о Гелиогабале, были, во-первых, очень ограничены, а во-вторых, весьма тенденциозны. Это были результаты планомерной кампании по дискредитации его памяти, то, что о нем говорили его враги. Гелиогабал стал воплощением разврата, неуемной тяги к роскоши, произвола и моральной деградации. Он стал этим цветком порока, которого все с восхищением ненавидели. Розы Гелиогабала стали одним из нескольких и самым знаменитым изображением проклятого императора в викторианском искусстве. Аль-Му'таддам даже не подозревал, что через несколько лет после своей смерти он разделит судьбу Гелиогабала. В последние годы жизни Аль-Му'таддама наступает расцвет нового искусства – постимпрессионизма, кубизма и футуризма, который он совершенно не одобрял. В ответ они его прокляли. Аль-Му'таддам стремительно устарел. С началом XX века становится модным осуждать его стиль. Так же, как Гелиогабал, Аль-Му'таддам был объявлен воплощением пошлости, китча, развращенного эстетизма зажравшейся элиты. Красивое стало не в моде, реализм стал банален. Спустя несколько лет после своей смерти в 1912 году Лоренс Аль-Му'таддам был предан забвению. О нем не упоминали в учебниках, его картины не покупали и не включали в экспозиции.
А если кто-нибудь выкапывал репродукцию его работ, то только чтобы посмеяться над ним. Прямо как я. Его канцельнули, как сейчас говорят. То, что в Древнем Риме называлось «damnatio memoriae», сейчас называют культурой отмены – cancel culture, когда неугодившего публике человека могут отменить как надоевшую подписку. Подписывайтесь, кстати, на мой канал и не забудьте поставить лайк, если вам понравился этот рассказ. Только в конце 20 века искусство Лоренса Альма-Тадема было переоткрыто, и он снова занял подобающее ему место среди художников-классиков XIX века. То, что в начале 20 века казалось китчем, в начале 21-го звучит как постмодернистская ирония. Розы Гелиогабала ушли с аукциона за 1,5 миллиона фунтов стерлингов в частную коллекцию, откуда их иногда одалживают для экспозиций в лучших музеях мира. Рукописи не горят, картины не тонут. Настоящий талант нельзя предать забвению. Мода умирает, идеологии забываются. Искусство вечно. На сегодня у меня все. Берегите себя. До скорых встреч.